Есть страна, где на протяжении почти 3000 лет люди строили в местах, где, казалось бы, нет никакого практического смысла строить вообще. Церковь, вырезанная вниз из цельного куска вулканической породы. Целый город, вырубленный не вверх, а вниз, прямо в твердую скалу, вместо того, чтобы подниматься от фундамента. Храм, поставленный на вершине настолько отвесной скалы, что попасть к его двери можно только вскарабкавшись по самой этой скале голыми руками, когда между человеком и обрывом высотой почти в 200 метров нет почти ничего. Эта страна называется Эфиопия, и почти все, что о ней принято думать, либо неверно, либо давно устарело. Отчасти причина кроется в самой истории. Эфиопия – одна из очень немногих африканских стран, которая так и не превратилась в полноценную, долговременную европейскую колонию. Италия оккупировала ее на 5 лет, в 30-е и в начале 40-х годов прошлого века, но страна никогда не прошла через тот тип постоянного колониального управления, который изменил облик большинства ее соседей. Именно этот факт определил все, что случилось дальше. Эфиопия сохранила собственный календарь, собственную письменность, собственную церковь и собственные архитектурные традиции почти без перерыва на протяжении 2000 лет. А значит, то, что здесь уцелело, сохранилось не благодаря музеям и не благодаря колониальным архивам. Оно уцелело потому, что люди никогда не переставали этим пользоваться. Эфиопия также одна из старейших христианских стран мира. Ее часто называют второй после Армении. Именно эта деталь объясняет почти все, что вы увидите дальше. В большинстве стран мира древние религиозные памятники – это руины за оградой, куда приходят туристы и куда приезжают археологи. В Эфиопии же многие из самых старых и самых странных построек континента до сих пор действуют. Священники до сих пор поднимаются к ним. Паломники до сих пор собираются внутри. Обряды старше многих современных государств до сих пор совершаются в них каждый год. Это не археология, это живая традиция, которая оказалась построена поверх одних из самых экстремальных инженерных решений в истории человечества. Поэтому это будет не просто список древних мест. Это путешествие через 7 точек, каждая из которых все труднее поддается объяснению и все труднее становится доступной. А завершится оно самым крайним проявлением веры и строительства во всей стране. Начнем с малого, с деревни, мимо которой большинство туристических автобусов обычно проезжает прямо дальше. На самом севере Эфиопии, недалеко от границы с Эритреей, есть деревня Еха. Среди современных глиняных домов здесь стоят руины храма, которому, по оценкам археологов, около 28 веков. Это остатки царства Даамат, которое, как считается, было основано переселенцами, пересекшими Красное море из царства Саба на территории нынешнего Йемена. Уцелевшие стены поднимаются почти на 12 метров. Они сложены из массивных каменных блоков, подогнанных настолько точно, что раствор здесь вообще не использовался, и даже сегодня между швами не проходит лезвие. И вот в чем странность. Многие местные сообщества того же периода строили в основном из дерева и глины, из материалов, которые редко переживают 3000 лет. Даамат же строил в камне, чужой техникой, а затем почти не оставил письменных свидетельств о том, кем были эти люди и что с ними случилось. Неподалеку лишь недавно был найден дворец, и археологи до сих пор не могут прийти к единому мнению, была ли это царская резиденция или нечто ближе к административному центру. Каждые новые раскопки рискуют переписать то немногое, что мы знаем. Даамат загадочен не потому, что его руины странные. Он загадочен потому, что целая цивилизация могла оставить после себя стены, построенные так, чтобы пережить империи, и почти ничего больше. Это первый урок, который преподает Эфиопия. Некоторые из ее древнейших строителей были выдающимися инженерами, но они почти не оставили нам записей. И нам остается только догадываться о том, что скрывается в промежутке между этими двумя фактами. От Ехи дорога ведет в Аксум, город, который правил этим регионом на протяжении веков,
начиная примерно с 1 века нашей эры. После себя он оставил одно из самых странных полей монументов на всем континенте – собрание высоких гранитных стел, каждая из которых вырезана из единого куска камня, без единого соединения. Самая высокая из сохранившихся, известная как стела царя Эзаны, поднимается более чем на 21 метр и весит свыше 160 тонн. Неподалеку, разбитое на части, лежит на земле то, что, возможно, было настоящим рекордсменом. Считается, что эта стела могла подниматься на 30 метров и весить около 500 тонн, что делает ее одной из крупнейших монолитных конструкций, которые когда-либо пытались создать в древнем мире. По-видимому, она рухнула еще во время установки, и тот, кто ее строил, больше не повторил такую попытку. Но по-настоящему странными эти стелы делает не только их размер. Многие из них вырезаны так, будто имитируют настоящие здания. Сложными дверями, ложными окнами и многоэтажными балконами. Хотя внутри нет ни одной комнаты. Никто не знает наверняка, зачем это было сделано. Одни исследователи считают, что стелы отмечали захоронения. Другие предполагают, что это были символические дома для душ умерших. Ясно одно. У Аксума были все средства, чтобы объяснить самого себя, но он выбрал молчание. Аксумиты вовсе не были неграмотным народом. У них был собственный язык, геэс, и собственный алфавит, который до сих пор используется в богослужении Эфиопской церкви и звучит вслух каждое воскресное утро почти 2000 лет спустя. И тем не менее, ни один из этих исполинских камней не несет надписи, объясняющей, для кого он предназначался или как был поднят. Цивилизация, которая умела писать, выбрала молчание именно в том вопросе, ответ на который мы хотим получить больше всего. Когда итальянские войска в 30-е годы прошлого века вывезли одну из этих стел в Рим как военный трофей, спустя десятилетия на то, чтобы вернуть ее домой и установить обратно так, как она стояла 2000 лет, понадобились современные краны и целая команда профессиональных инженеров. Какой бы техникой ни пользовались первоначальные строители, сегодня мы уже не владеем ею полностью. К югу от Аксума дорога спускается к воде, к самому крупному озеру страны и к истоку Голубого Нила. Его поверхность усеяна островами, и по меньшей мере с XIV века на многих из них стоят православные монастыри, тихо хранящие одни из самых ценных религиозных реликвий христианской Эфиопии. Эта изоляция никогда не была случайной. В XV веке захватчики регулярно разоряли церкви на материке, и именно удаленность от берега позволила островным монастырям выжить, тогда как почти такие же постройки на суше были уничтожены вместе со всем, что находилось внутри. Внутри таких монастырей, как Ура, Кидана, Михрет, до сих пор хранятся расписанные кожаные рукописи и иллюстрированные Библии на языке геэс, а также литургические облачения, которые духовенство выносит только в определенные праздничные дни. Согласно одной из самых устойчивых легенд эфиопского христианства, сам Ковчег Завета некоторое время был спрятан на одном из этих островов, прежде чем его перенесли в более безопасное место в Аксуме. Историки относятся к этой версии с большой осторожностью, потому что никаких документальных подтверждений ей так и не найдено. Но эта легенда объясняет нечто вполне конкретное. Каждый действующий храм Эфиопии, включая эти островные монастыри, до сих пор хранит собственную деревянную копию скрижалей Завета, называемую Табот. Ее выносят из алтаря только раз в год, и видеть ее позволено только священникам. В некоторые из этих монастырей женщинам до сих пор запрещено входить. Вера здесь не просто выжила на островах, она намеренно спряталась там и до сих пор прячется на виду у каждого, кто решится выйти на деревянной лодке в воду, которая становится бурной и непредсказуемой сразу с началом сезона дождей. От озера дорога снова поднимается к городу, который на первый взгляд будто вообще не принадлежит Африке. Каменные замки, зубчатые башни, узкие оборонительные бойницы, массивные каменные арки и круглые сторожевые башни за оборонительной стеной длиной почти 900 метров. Это Гандер,
И путешественники сравнивают его со средневековой Шотландией уже столько лет, сколько пишут об этом месте. Сравнение понятно, но немного вводит в заблуждение. Историки связывают отдельные элементы стиля с португальскими миссионерами, которые проходили через этот регион примерно за век до строительства главных дворцов. Но к тому моменту, когда строительство действительно началось, сами португальцы уже давно были изгнаны из страны. То, что стоит в Гондере, не является иностранным импортом. Это результат того, как эфиопские правители впитали внешнее архитектурное влияние, полностью переосмыслили его на собственный лад и построили нечто, что снаружи выглядит по-европейски, но внутри остается глубоко эфиопским центром власти. 6 замков из 6 разных эпох стоят внутри одних и тех же стен, потому что почти 2 столетия каждый новый император строил рядом со своими предшественниками, а не сносил их. И у Гондора есть деталь, которую конкуренты почти никогда не упоминают. Императрица Ментевап, фактически правившая как регент при своем малолетнем сыне в XVIII веке, построила здесь собственный дворец и собственную церковь. И это произошло в традиции, где строительство почти всегда считалось исключительной привилегией правящего императора-мужчины. Ее церковь, Дебра Берхан Селасия, сегодня помнят не столько за стены, сколько за потолок, покрытый сотнями расписанных ликов херувимов. У каждого из них немного другое выражение, будто художник просто не смог удержаться и наделил собственной личностью буквально каждого. Гондор напоминает нам, что даже в такой жесткой традиции случались исключения. И когда они случались, они оставляли после себя одну из самых человечных и самых личных архитектур во всей стране. От Гондора дорога ведет к городу, который сами эфиопы называют Новым Иерусалимом. И здесь инженерный вопрос перестает быть вопросом о том, как поднять камень. Он становится почти полной противоположностью. Здесь ничего не строилось вверх. Все вырезалось вниз, прямо в твердую вулканическую породу, сверху вниз, а не снизу вверх, в обратном порядке по сравнению с тем, как создавалось почти любое другое сооружение на планете. На рубеже XII и XIII веков царь Гебра Мескель Лалибела из династии Загве повелел построить комплекс храмов именно этим методом. Сначала мастера выкапывали глубокий ров по контуру каждого будущего здания. Затем они начинали резать внутрь, выдалбливая помещения, окна, колонны и декоративные детали, прямо из той скалы, которая оставалась стоять в центре. До наших дней здесь сохранилось 11 таких храмов. Самый крупный из них, Бета-Метхан-и-Алем, считается крупнейшей монолитной церковью в мире, вырубленной в скале. Его крышу поддерживают 72 колонны, вытесанные из той же породы, что и окружающие стены. Согласно церковному преданию, весь комплекс был завершен всего за 20 лет, потому что по ночам рядом со строителями работали ангелы, заканчивая за один вечер то, на что обычно ушли бы месяцы. Светские историки, разумеется, относятся к этому скептически. Но даже самые осторожные технические оценки признают нечто поразительное. Вырезать 11 многоуровневых храмов, некоторые из которых соединены подземными туннелями, означало бы труд тысяч опытных мастеров на протяжении десятилетий, с ангельской помощью или без нее. Самый узнаваемый из 11 храмов, Бете-Георгис, церковь Святого Георгия, имеет форму идеального равноконечного креста и сверху выглядит как единственный геометрически упорядоченный объект в хаотичном ландшафте скал. По легенде, царь Лалибела построил его последним, после того, как святой Георгий явился ему в видении и спросил, почему, построив целый комплекс храмов, он не посвятил ни один из них именно ему. Лалибела не руина. Каждый год десятки тысяч паломников до сих пор собираются здесь на православное Рождество, заполняя узкие рвы между храмами пением и барабанным боем, который продолжается всю ночь. Одно дело вырезать целый город из горы, и совсем другое дело сохранить этот город духовно живым на протяжении 800 лет.
Среди 11 храмов один стоит особняком даже на фоне всего этого необыкновенного комплекса. Бета-Габриэль-Руфаэль, церковь архангелов Гавриила и Рафаила, со всех сторон окружена глубоким рвом, который в сезон дождей наполняется грунтовыми водами. Попасть внутрь можно только по одному узкому мосту. Это место не похоже на храм, оно похоже на крепость. И некоторые исследователи сегодня считают, что это может быть ближе к истине, чем раньше предполагали. Планировка настолько нетипична для церкви, что часть археологов допускает возможность, что сооружение изначально строилось как оборонительный дворец, а местом молитвы стало лишь позже. Его нижний этаж до сих пор регулярно затапливается, и уже много лет исследователи не могут полностью обследовать нижние помещения без специального оборудования для откачки воды. На 3-м уровне находится небольшая комната, которую местное предание называет личным кабинетом царя Лалибелы. Вход в нее частично обрушен, а реставрация откладывается уже десятилетиями просто потому, что добраться до этого места крайне сложно. Бета-Габриэль-Руфаэль – это самый ясный пример того, что прослеживается по всей стране. В Эфиопии граница между сакральной архитектурой и военной архитектурой не всегда проходит там, где мы ожидаем ее увидеть. Церковь может быть построена как крепость, потому что в этом ландшафте способность защищаться и способность быть святыней часто были одним и тем же требованием. И именно эта мысль, что выживание и преданность вере рождаются из одного и того же инстинкта, достигает своего самого крайнего выражения на последней остановке этого маршрута – в горах Геральта, в регионе Тыграй, на вершине скалы, поднимающейся более чем на 2500 метров над уровнем моря. Храм здесь называется Абуна-Ематагух. Его вход находится примерно в 200 метрах над дном долины, на высоте, сравнимой с 60-этажным зданием, поставленным среди скал вертикально. Здесь нет лестницы, здесь нет тропы, здесь никогда не было даже приставной лестницы. Единственный способ попасть внутрь состоит в том, чтобы подняться прямо по скальной стене, цепляясь за естественные выступы, отполированные за века босыми ногами. По преданию, храм был основан в VI веке одним из 9 святых, прибывших в Эфиопию из Сирии, Константинополя и Рима, чтобы укрепить христианство, недавно принятое царством Аксум. Одни исследователи считают, что место было выбрано по духовным причинам из желания оказаться ближе к небу. Другие думают, что причина была практической. Это был способ уйти от набегов, которые в ту эпоху могли достичь почти любого поселения, построенного на земле. В любом случае, результатом стал тот же строительный инстинкт, который мы видели на всем протяжении этого пути. Опасность превращалась в защиту, а защита, в конце концов, превращалась в преданность вере. Сам подъем занимает от 45 минут до 2 часов. Паломники снимают обувь у подножия, чтобы босыми ногами крепче держаться за камень. Первый отрезок пути еще можно назвать управляемым. Затем следуют 2 по-настоящему вертикальных участка, где местные проводники страхуют людей простыми веревками, без какого-либо современного альпинистского снаряжения. Этот метод почти наверняка не менялся веками. На последнем отрезке пути уже нет вообще никакой страховки. Есть только узкий выступ вдоль отвесного обрыва и последний подъем по голой скале, где опорой служат лишь естественные углубления, выбитые в песчанике временем. Вдоль этого последнего подхода, прямо под открытым небом, лежат кости священников, служивших здесь на протяжении многих поколений. По местному преданию, они были похоронены в том единственном месте, которое считали ближе всего к своему богу. Местные священники и проводники говорят, что ни один смертельный случай во время подъема не сохранился ни в местной памяти, ни в местных рассказах. Формальной записи, которая могла бы это подтвердить, не существует, и проверить это с полной уверенностью невозможно. Но именно в это верят люди, которые действительно совершают этот подъем год за годом. И для них этого достаточно, чтобы продолжать приходить. Беременные женщины совершают этот подъем. Матери несут младенцев за спиной по той же голой скале.
Для них это не экстремальный спорт. Это перестало казаться чем-то необычным еще много поколений назад. Здесь просто так выглядит воскресенье. Внутри, после всего, что требуется, чтобы просто добраться сюда, награда оказывается неожиданно мягкой. Потолок пещеры покрыт многовековыми фресками с изображением 9 святых и 12 апостолов. Они настолько яркие, что сухой горный воздух сохранил их краски почти такими, какими они были нанесены более 5 веков назад. Здесь же хранится Библия, написанная на страницах из козьей кожи и передаваемая через поколение священников как главная реликвия места, которое почти никто за пределами этой общины никогда не увидит собственными глазами. Историки до сих пор не могут до конца объяснить, как строители VII века без какого-либо современного альпинистского снаряжения вообще добрались до этой вершины и вырезали там полноценное святилище с куполом, нишами и всем остальным. Самое вероятное объяснение предполагает временные деревянные леса, которые потом были убраны и потерялись во времени, но прямых археологических доказательств этому до сих пор не найдено. И это оставляет главную загадку Абуна-Ямато-Гух ровно там, где она была с самого начала. Не в том, как была построена церковь, а в том, почему 1500 лет назад кто-то вообще решил, что именно это место стоит того, чтобы здесь строить. Современный посетитель может добраться до этой двери, только приняв настоящий риск для собственной жизни. И все же каждую неделю пожилой священник, которого местные называют отцом Хейли, надевает выцветшую красную рясу, снимает сандалии у подножия скалы и совершает тот же самый подъем, тем же путем, которым до него ходили его предшественники. Некоторые из них похоронены прямо вдоль той самой тропы, по которой он все еще идет. И в конце концов, именно это настоящая история, лежащая под каждым местом на этом маршруте. От храма в Йехе, пережившего собственную письменную историю, до камня в Аксуме, который оказался слишком тяжелым даже для своих строителей. От островов, где целая религия научилась защищать себя расстоянием, до города, вырезанного вниз, вместо того, чтобы быть построенным вверх. От церкви, похожей на крепость, потому что здесь это различие почти не существовало, до скальной стены, по которой люди до сих пор поднимаются голыми руками без какой-либо причины, кроме веры. Самое удивительное в Эфиопии никогда не заключалось просто в том, что ее люди сумели построить. Многие древние цивилизации строили впечатляющие вещи. Эту страну выделяет то, где именно они решили строить. На скалах, внутри гор, на островах, отрезанных от мира. В местах, которые не давали почти никакого практического преимущества, кроме удаленности от опасности и близости к тому, что они считали важнее собственной безопасности. И по-настоящему поразительно здесь не то, что эти места были построены однажды, много веков назад, а то, что их потомки до сих пор туда идут, до сих пор поднимаются по той же скале, до сих пор гребут к тем же островам, до сих пор собираются в тех же вырезанных дворах, движимые ровно тем же убеждением, которое когда-то положило на место первый камень. В большинстве стран мира древние чудеса — это то, что мы посещаем. В Эфиопии это то, внутри чего люди до сих пор живут. Каждую неделю один подъем за другим.